Всем привет! Сегодня мы посмотрим один из вариантов дизайнерского оформления стены. Здесь будут рельефные многогранники и подсветка. А мое задание довольно скромное – сделать короб из гипсокартона. Это горизонтальный короб высотой 90 см и глубиной 15,5 см. Делаем разметку с учетом двуслойной обшивки и с передней части вертикальной и с верхней горизонтальной. Отбиваем линии и засверливаем направляющие профиля. Со стенами все просто, а вот пол теплый, его сверлить нельзя. Профиля, закрепленные к базовым поверхностям, составляют периметр конструкции. Нижний профиль нам нужно закрепить от сдвига в двух направлениях, но без сверления в пол. От сдвига вправо-влево профиль фиксирует уголки, засверленные шагом 30 см к вертикальной стене. УДшка прикручена к уголкам на саморезы по металлу. Продолжаем собирать каркас. Устанавливаем верхний угловой профиль, вертикальные и горизонтальные перемычки. Отметки для профилей, составляющих каркас конструкции, мы расставляем на расстоянии 40 см друг от друга. Такое расстояние выбрано потому, что внешний слой обшивки будут составлять листы шириной 1,20 м с заводскими краями под стандартную заделку лентой. Ширина комнаты больше, чем длина профиля, поэтому верхнюю угловую УДшку в каркасе мы нарастили. Обычно соединение мы выполняем саморезом на согнутом лепестке. Вот таким образом. Теперь немного о порядке выравнивания углового профиля на перемычках. Сначала перемычки крепятся к периметрам на стене и на полу. Затем угловой профиль крепится саморезами на перемычках. Выставляем его или по размеру от стены, или по вертикальному уровню. В этом месте на закладной мы вкрутим полоску гипсокартона и в последнюю очередь на стойках отрегулируем угловой профиль по высоте. А это выровненный и готовый каркас. Кстати сказать, саморезы у нас используются без пресс-шайбы. Теперь о гипсокартоне. Эта полоска удерживает профиль от вертикального перемещения. Естественно, все закручено так, чтобы находилось в одной плоскости с остальными профилями. Таких гипсокартонных косынок у нас две. Они не дают каркасу двигаться вверх-вниз, до тех пор, пока мы не нагрузим всю эту конструкцию несколькими листами гипсокартона. Первый слой гипсокартона закручиваем на верхнюю часть короба. Затем первый слой на боковую часть. Потом второй слой сверху и второй слой сбоку. Закончили двухслойную обшивку, и у нас получился мощный короб вдоль стены. Эта конструкция не является самостоятельным элементом дизайна. Это фундамент для последующего декора. В частности, на ней будет установлена мраморная столешница, а середина стены превратится в нишу. Начало отделки. Запечатываются швы, шпаклюется поверхность. Уголок здесь не нужен. А это белый вариант. Гипсокартона уже не видно. Установлена мраморная столешница во всю длину короба и литые гипсовые багеты. Мрамор клеится на смесь. Стык потом шпаклюется. Литые гипсовые багеты или карнизы установлены в продолжение нашего короба, по стене и по потолку. Получилась такая П-образная рамка. Гипс внутри не сплошной, а имеет специальную выемку для установки подсветки. Как раз в углу здесь и выведен для нее провод. Таким образом, у нас получилась фальшстенка с огромной нишей. Дном этой ниши является, собственно, базовая стена, которая была здесь изначально.
Естественно, такое большое пространство пустым не останется. И дизайнер нашел интересное решение. Вся середина заполнена объемными рельефными многогранниками. Они серого цвета, 3 разных тонов. И плюс подсветка. Смотрится очень даже симпатично. Сейчас мы поближе подойдем, посмотрим, как это вблизи выглядит. Каждый такой многогранник приклеивается отдельно, согласно раскладке, которую дает дизайнер. В раскладке точно указывается и точное местонахождение каждого цвета на этой панели, и точное нахождение каждой фактуры, то есть гладкая или с рельефом, и даже направление фактуры. Это все указано в раскладке. Поэтому мастеру при сборке вот таких вещей нужно быть очень внимательным. Ну и в конце концов получается вот такая красота. А на этом наш сюжет заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в следующих видео.